как это случилось. Она была пишущим медиумом. И вот что она записала. Я помню некоторые события того вечера совершенно отчетливо, в то время как другие кажутся смутными, отрывочными снами. Именно поэтому так трудно выстроить связный рассказ. Сейчас я понятия не имею, что именно привело меня в Лондон и почему я возвращался так поздно. Этот день просто сливается в памяти со всеми остальными моими поездками в столицу. Но с того момента, как я вышел на маленькой загородной станции, все становится необычайно ясным. Я могу прожить это заново, каждое мгновение. Я очень хорошо помню, как шел по платформе и смотрел на подсвеченные часы в дальнем конце, которые показывали 11:30. Помню также, как размышлял, смогу ли добраться до дома до полуночи. Затем я помню большой автомобиль со слепительными фарами и блеском начищенной латуни, который ждал меня снаружи. Это был мой новый 30-сильный Рабур, который доставили только в тот день. Еще я помню, как спросил Перкинса, моего шофера, как вела себя машина, и он ответил, что, по его мнению, она великолепна. «Я сам ее опробую», — сказал я и сел на место водителя. «Здесь другие передачи», — заметил он. «Возможно, сэр, мне лучше самому сесть за руль?» «Нет, я бы хотел попробовать ее в деле», — ответил я. И вот мы отправились в путь длиной в 5 миль до дома. В моей старой машине рычаг переключения передач двигался по прямой линии в пазах на планке. В этой же машине, чтобы перейти на более высокие передачи, нужно было вести рычаг через фигурные пазы кулисы. Освоить это было несложно, и вскоре мне показалось, что я все понял. Было, без сомнения, глупо начинать учиться новой системе в темноте, но люди часто совершают глупости, и не всегда приходится платить за них сполна. Все шло очень хорошо, пока я не доехал до Клейстел-Хилл. Это один из самых опасных холмов в Англии, длиной в 1,5 мили, с уклоном местами 1:6 и 3 довольно крутыми поворотами. Ворота моего парка находятся у самого его подножия, на главной лондонской дороге. Мы только что миновали гребень холма, где уклон был самым крутым, когда начались неприятности. Я ехал на максимальной скорости и хотел переключиться на нейтральную передачу, но рычаг заклинило между передачами, и мне пришлось вернуть его на высшую. К этому времени машина уже неслась на огромной скорости, поэтому я резко ударил по обоим тормозам, но они отказали один за другим. Я не так сильно испугался, когда почувствовал, что лопнул ножной тормоз, но когда я всем телом навалился на ручной тормоз, и рычаг со звоном дошел до упора, не зацепившись, меня бросило в холодный пот. К этому моменту мы уже буквально летели вниз по склону. Фары светили ярко, и я благополучно вписался в первый поворот. Затем мы одолели второй, хотя едва не улетели в кювет. Впереди была миля прямой дороги, в конце которой находился третий поворот, а сразу за ним — ворота парка. Если бы я смог влететь в эту гавань, все было бы хорошо, так как подъем к дому остановил бы машину. Перкинс вел себя великолепно. Мне бы хотелось, чтобы об этом знали. Он был совершенно спокоен и собран. Еще в самом начале я подумал о том, чтобы направить машину на насыпь, и он разгадал мое намерение. «Я бы не стал этого делать, сэр», — сказал он. «На такой скорости она обязательно перевернется, и нас придавит сверху». Конечно, он был прав. Он дотянулся до выключателя зажигания и вырубил его, так что мы катились по инерции, но все еще мчались на страшной скорости. Он положил руки на руль. «Я подержу руль прямо», — сказал он, «если вы хотите рискнуть и выпрыгнуть. Нам ни за что не вписаться в тот поворот». «Лучше прыгайте, сэр». «Нет», — ответил я,
я останусь до конца. Ты можешь прыгать, если хочешь. Я останусь с вами, сэр, сказал он. Если бы это была старая машина, я бы силой воткнул заднюю передачу и посмотрел, что произойдет. Думаю, шестерни бы сорвало или коробка разлетелась бы вдребезги, но это был хоть какой-то шанс. Теперь же я был беспомощен. Перкинс попытался перелезть ко мне, но на такой скорости это было невозможно. Колеса гудели, словно от сильного ветра, а большой кузов скрипел и стонал от напряжения. Но фары светили ярко, и машиной можно было управлять с точностью до дюйма. Помню, я подумал, каким ужасным и в то же время величественным зрелищем мы должны казаться любому, кто встретится нам на пути. Дорога была узкой, и мы были просто огромной, ревущей, золотой смертью для каждого, кто оказался бы на нашей дороге. Мы влетели в поворот, при этом одно колесо поднялось на 3 фута высоко на насыпь. Я думал, что мы совершенно точно перевернемся, но, покачнувшись на мгновение, машина выровнялась и рванулась вперед. Это был 3-й поворот, и он был последним. Теперь оставались только ворота парка. Они были прямо перед нами, но, как назло, не совсем по прямой. Они находились примерно в 20 ярдах левее по главной дороге, на которую мы выкатывались. Возможно, у меня бы все получилось, но, скорее всего, рулевое управление повредилось, когда мы налетели на насыпь. Руль поворачивался с трудом. Мы вылетели из переулка. Я увидел открытые ворота слева. Я крутанул руль изо всех сил, на какие только были способны мои запястья. Мы с Перкинсом накренились всем телом в сторону, и в следующее мгновение, на скорости 50 миль в час, мое правое колесо на полном ходу врезалось в правый столб моих собственных ворот. Я услышал грохот. Я почувствовал, что лечу по воздуху, а затем. Когда я снова осознал свое существование, я лежал среди кустарников тени дубов со стороны сторожки у въезда. Рядом со мной стоял человек. Сначала я подумал, что это Перкинс, но, присмотревшись, увидел, что это Стэнли, человек, которого я знал по колледжу несколько лет назад и к которому испытывал самую искреннюю привязанность. В личности Стэнли всегда было что-то особенно близкое мне, и мне было приятно думать, что я оказывал на него похожее влияние. В данный момент я был удивлен, увидев его, но я чувствовал себя как человек во сне, голова кружилась, меня всего трясло, и я был готов принимать вещи такими, какими они представали передо мной, не задавая вопросов. «Какая авария?» — сказал я. «Господи, какая ужасная авария!» Он кивнул головой, и даже в темноте я видел, что он улыбается той мягкой, тоскливой улыбкой, которая всегда ассоциировалась у меня с ним. Я был совершенно не в состоянии двигаться. Более того, у меня не было ни малейшего желания пытаться сделать это. Но мои чувства были чрезвычайно обострены. Я видел обломки автомобиля, освещенные движущимися фонарями. Я видел небольшую группу людей и слышал приглушенные голоса. Там были сторож и его жена, и еще 1 или 2 человека. Они не обращали на меня никакого внимания, но были очень заняты у машины. Затем вдруг я услышал крик боли. На него давит тяжесть. «Поднимайте осторожнее», — крикнул чей-то голос. «Это только нога». Отозвался другой голос, в котором я узнал Перкинса. «Где хозяин?» — закричал он. «Я здесь», — ответил я, но они, похоже, меня не услышали. Все они склонились над чем-то, что лежало перед машиной. Стэнли положил руку мне на плечо, и его прикосновение было невыразимо успокаивающим. Я почувствовал легкость и счастье, несмотря ни на что.
Боли нет, конечно. Спросил он. Никакой, ответил я. Ее никогда не бывает, сказал он. И тут вдруг волна изумления захлестнула меня. Стэнли. Стэнли. Позвольте, но ведь Стэнли совершенно точно умер от брюшного тифа в Блумфонтейне во время Англо-Бурской войны. Стэнли. Крикнул я, и слова, казалось, перехватили мне горло. Стэнли, ты же мертв. Он посмотрел на меня все с той же прежней мягкой, тоскливой улыбкой. «Как и ты», — ответил он. Фиаско в Лос-Амигос. Когда-то я был ведущим врачом в Лос-Амигос. Разумеется, все слышали о нашей грандиозной электростанции. Город сильно разросся, а вокруг него раскинулись десятки мелких городков и деревень, которые получают энергию из того же центра, так что предприятие работает в весьма крупном масштабе. Жители Лос-Амигос утверждают, что наша станция – величайшая на Земле, но мы заявляем подобное вообще обо всем в Лос-Амигос, за исключением, пожалуй, тюрьмы и уровня смертности. О них то как раз говорят, что они самые маленькие. И вот, имея в своем распоряжении столь великолепный источник электричества, мы посчитали греховным расточительством тратить пеньку на то, чтобы преступники в Лос-Амигос погибали по старинке. Как раз в то время с Востока пришли новости об казнях на электрическом стуле и о том, что результаты оказались далеко не такими мгновенными, как надеялись. Западные инженеры лишь высоко подняли брови, читая о ничтожных разрядах, от которых погибали те люди. В Лос-Амигос твердо поклялись, когда к ним в руки попадется неисправимый злодей, с ним обойдутся по-королевски и предоставят ему всю мощь огромных динамо-машин. Инженеры заявили, что никаких ограничений не будет, преступник получит все, что у них есть. Каков будет результат, никто предсказать не мог, кроме одного — это должно быть абсолютно сокрушительно и смертоносно. Никогда прежде человека не заряжали электричеством так, как собирались зарядить его здесь. На него должна была обрушиться вся мощь 10 ударов молнии. Одни предрекали сгорание, другие — распад на части и полное исчезновение. Все с нетерпением ждали возможности разрешить этот вопрос на практике, и именно в этот момент в наших краях появился Дункан Уорнер. Закон и больше никто на свете разыскивал Уорнера уже много лет. Отчаянный головорез, убийца, грабитель поездов и дорожный разбойник — этот человек находился за пределами человеческого сострадания. Он заслужил дюжину смертей, и жители Лос-Амигос даже пожалели для него столь роскошного конца. Сам он, казалось, тоже считал себя недостойным такой чести, поскольку совершил 2 яростные попытки побега. Это был сильный, мускулистый мужчина с львиной головой, спутанными черными кудрями и густой бородой, закрывавший его широкую грудь. Когда его судили, в переполненном зале суда не было лица благороднее. Не в первый раз самое красивое лицо смотрит на нас со скамьи подсудимых. Но его привлекательная внешность не могла перевесить его дурных поступков. Адвокат делал все, что было в его силах, но карты легли против подзащитного, и Дункан Уорнер был передан на милость гигантских динамо-машин Лос-Амигос. Я присутствовал на заседании комитета, где обсуждался этот вопрос. Городской совет выбрал 4 экспертов для организации казни. 3 из них были превосходными специалистами. Это были Джозеф МакКоннор, тот самый человек, который сконструировал наши динамо-машины, и Джошуа Вестмакот, председатель акционерного общества «Электротехническая компания Лос-Амигос». Затем шел я сам, как главный медицинский эксперт, и, наконец, пожилой немец по имени Питер Штульпнагель.
Немецкая община в Лос-Амигос была сильна, и все они проголосовали за своего земляка. Так он и попал в комитет. Говорили, что у себя на родине он был чудесным электриком и вечно возился с проводами, изоляторами и лейденскими банками. Но поскольку он, похоже, никогда не продвигался дальше своих опытов и не имел результатов, достойных публикации, его в конце концов стали считать безобидным чудаком, сделавшим науку своим хобби. Мы, трое практичных людей, лишь улыбнулись, узнав, что его избрали нашим коллегой. На заседании мы все прекрасно устроили между собой, особо не думая о старике, который сидел, подставив ладони к ушам, он был слегка туговат на ухо. Он принимал в происходящем не больше участия, чем господа репортеры, строчившие свои заметки на задних скамьях. Нам не потребовалось много времени, чтобы обо всем договориться. В Нью-Йорке использовали напряжение около 2000 вольт, и смерть не наступала мгновенно. Очевидно, их разряд был слишком слабым. Лос-Амигос не должен совершить подобную ошибку. Наш заряд должен быть в 6 раз сильнее, и поэтому, разумеется, в 6 раз эффективнее. Ничего не могло быть логичнее. Вся сконцентрированная мощь огромных динамо-машин должна быть направлена на Дункана Уорнера. Так мы трое все и решили, и уже поднялись, чтобы закрыть заседание, когда наш молчаливый спутник впервые открыл рот. «Господа», — произнес он, — «мне кажется, вы демонстрируете поразительное невежество в вопросах электричества. Вы так и не усвоили первейших принципов его воздействия на человеческий организм». Члены комитета уже готовы были разразиться гневной отповедью на это резкое замечание, но председатель электротехнической компании постучал пальцем по лбу, призывая проявить снисходительность к чудачествам говорящего. «Будьте так любезны, сударь», — сказал он с иронической улыбкой, — «поведайте нам, в чем именно вы усматриваете ошибку в наших выводах? В вашем предположении, будто большая доза электричества просто усилит эффект малой дозы. Не допускаете ли вы возможность того, что результат окажется совершенно иным? Известно ли вам хоть что-нибудь, исходя из реальных экспериментов, о воздействии столь мощных разрядов? Нам это известно по аналогии, напыщенно заявил председатель. Любые лекарства усиливают свое действие при увеличении дозы. К примеру, виски, подсказал Джозеф МакКоннор. Совершенно верно. Виски. Вот вам наглядный пример. Питер Штульпнагель улыбнулся и покачал головой. «Ваш аргумент не слишком хорош», — сказал он. «Когда я выпивал виски, то замечал, что 1 стакан меня бодрит, а от 6 меня клонит в сон, то есть происходит нечто прямо противоположное. А теперь представьте, что и электричество поведет себя точно так же, что тогда?» Мы, трое практичных людей, покатились со смеху. Мы знали, что наш коллега со странностями, но никак не думали, что до такой степени. «Что тогда?» — повторил Питер Штульпнагель. «Мы рискнем», — отрезал председатель. «Посудите сами», — продолжал Питер, — «рабочие, которые касались проводов и получали разряд всего в несколько сотен вольт, погибали мгновенно. Это общеизвестный факт. И все же, когда в Нью-Йорке против преступника применили гораздо большую силу, человек еще какое-то время боролся за жизнь. Неужели вы четко не видите, что меньшая доза оказывается более смертоносной? Думаю, господа, что эта дискуссия и так затянулась, произнес председатель, снова поднимаясь с места. Вопрос, как я понимаю, уже решен большинством голосов комитета, и во вторник Дункан Уорнер будет казнен на электрическом стуле при использовании полной мощности динамо-машин Лос-Амигос. Не так ли?
«Я согласен», — сказал Джозеф МакКоннор. «Я согласен», — подтвердил я. «А я протестую», — заявил Питер Штульпнагель. «В таком случае решение принято, а ваш протест будет должным образом занесен в протокол», — подытожил председатель, и на этом заседание объявили закрытым. На самой казни присутствующих было совсем немного. Мы, 4 членов комитета, разумеется, находились там вместе с палачом, который должен был действовать по нашему приказу. Остальными были маршал Соединенных Штатов, начальник тюрьмы, священник и 3 представителей прессы. Комната представляла собой небольшое кирпичное помещение, служившее пристройкой к центральной электростанции. Раньше здесь была прачечная, с одной стороны стояли печь и медный чан, но больше никакой мебели не было, кроме единственного стула для осужденного. Перед ним на полу лежала металлическая пластина для ног, к которой тянулся толстый изолированный провод. Сверху, с потолка, свисал другой провод, который можно было соединить с небольшим металлическим стержнем, выступающим из шапочки, ее должны были надеть преступнику на голову. Как только это соединение будет установлено, пробьет последний час Дункана Уорнера. Наступила торжественная тишина, пока мы ожидали прибытия заключенного. Инженеры практики немного побледнели и нервно подергивали провода. Даже бывалый маршал чувствовал себя не в своей тарелке, ведь обычное повешение — это одно, а вот это испепеление плоти и крови — совсем другое. Что касается репортеров, то их лица были белее листов бумаги, лежавших перед ними. Единственным человеком, на которого, казалось, совершенно не действовала атмосфера этих приготовлений, был маленький немец-чудак. Он прохаживался от одного к другому с улыбкой на губах и озорством в глазах. Более того, пару раз он даже дошел до того, что громко расхохотался, пока священник сурово не упрекнул его за неуместное легкомыслие. «Как вы можете так забываться, господин Штульпнагель», — произнес он, — «и шутить в присутствии смерти?» Но немец ничуть не смутился. «Если бы я находился в присутствии смерти, я бы не шутил», — ответил он, «но поскольку это не так, я могу делать все, что мне вздумается». Этот дерзкий ответ уже готов был повлечь за собой еще одно, более строгое порицание со стороны священника, как вдруг дверь распахнулась и вошли 2 надзирателя, ведя между собой Дункана Уорнера. Он огляделся вокруг с каменным лицом, решительно шагнул вперед и сел на стул. «Включайте», — бросил он. Было бы варварством держать его в неведении. Священник прошептал ему на ухо несколько слов, служитель надел ему на голову шапочку, а затем, пока мы все затаили дыхание, провод соединили с металлом. «Пресвятые угодники!» — закричал Дункан Уорнер. Он подскочил на стуле, когда ужасающий разряд пронзил его тело. Но он не умер. Напротив, его глаза заблестели гораздо ярче, чем прежде. Произошло лишь одно изменение, но весьма необычное. Чернота сошла с его волос и бороды, как тень сходит с ландшафта. И то, и другое стало белым, как снег. И все же никаких других признаков увядания не наблюдалось. Его кожа была гладкой, упругой и сияющей, как у ребенка. Маршал посмотрел на комитет укоризненным взглядом. «Похоже, господа, здесь произошла какая-то заминка», — произнес он. Мы, 3 практичных людей, переглянулись. Питер Штульпнагель задумчиво улыбнулся. «Думаю, еще один разряд должен все исправить», — сказал я. Соединение замкнули снова, и Дункан Уорнер опять подпрыгнул на стуле и закричал. Но, честное слово, если бы он не продолжал сидеть на этом самом стуле, никто из нас его бы не узнал. Его волосы и борода осыпались в одно мгновение,
и комната стала похожа на парикмахерскую в субботний вечер. Он сидел там, его глаза все еще сияли, кожа лучилась сиянием идеального здоровья, но при этом макушка была лысой, как голландский сыр, а на подбородке не осталось даже следа от пушка. Он начал вращать одной рукой, сначала медленно и неуверенно, но по мере продолжения все смелее. «Этот сустав», — бодро произнес он, не давал покоя половине врачей на всем Тихоокеанском побережье. А теперь он как новенький и гибкий, как ореховый пруд. «Вы хорошо себя чувствуете?» — спросил старый немец. «Никогда в жизни не чувствовал себя лучше», — весело ответил Дункан Уорнер. Ситуация складывалась мучительная. Маршал свирепо смотрел на комитет. Питер Штульпнагель ухмылялся и потирал руки. Инженеры чесали затылки. Лысый арестант вращал рукой и выглядел довольным. «Думаю, еще один разряд», — начал было председатель. «Нет, сударь», — отрезал маршал, — «на сегодня дурачеств достаточно. Мы здесь ради казни, и казнь состоится». «Что вы предлагаете?» «На потолке есть удобный крюк. Принесите веревку, и мы быстро уладим это дело». Возникла еще одна неловкая заминка, пока надзиратели ходили за канатом. Питер Штульпнагель наклонился к Дункану Уорнеру и что-то прошептал ему на ухо. Отчаянный бандит уставился на него в изумлении. «Да неужели?» — спросил он. Немец кивнул. «Что?» «Быть того не может». Питер покачал головой, и оба они покатились со смеху, словно их объединяла какая-то невероятно веселая тайна. Принесли веревку, и маршал лично накинул петлю на шею преступника. Затем двое надзирателей, помощник и сам маршал, вздернули свою жертву в воздух. Полчаса он висел под потолком, жуткое зрелище. Затем в торжественной тишине они опустили его на пол, и один из надзирателей вышел, чтобы распорядиться о доставке гроба. Но едва ноги осужденного коснулись земли, к нашему полнейшему изумлению, Дункан Уорнер поднес руки к шее, ослабил петлю и сделал долгий, глубокий вдох. «А распродажа у Пола Джефферсона идет неплохо», — заметил он. Оттуда, сверху, мне была отлично видна вся толпа. И он кивнул на крюк в потолке. «Вздернуть его снова!» — закричал маршал. «Мы все равно вышибем из него дух». В то же мгновение жертва снова оказалась на крюке. Его продержали там целый час, но когда опустили, он оказался на редкость словоохотливым. «Старику Планкету надо бы поменьше заглядывать в салон «Аркадия», — заявил он. За 1 час он побывал там трижды. И это человек с семьей. Старику Планкету не мешало бы завязать. Это было чудовищно и невероятно, но факт оставался фактом. Отрицать очевидное было невозможно. Человек стоял и болтал, хотя по всем законам природы должен был быть мертв. Мы все сидели, уставившись на него в изумлении, но федеральный маршал Карпентер был не из тех, кого так легко обвести вокруг пальца. Он жестом приказал остальным отойти в сторону, оставив арестанта стоять в одиночестве. «Дункан Уорнер», — медленно произнес он, — «ты здесь для того, чтобы сыграть свою роль, а я, чтобы сыграть свою. Твоя задача — выжить, если сможешь, а моя — привести в исполнение приговор закона. С электричеством ты нас умыл, признаю, этот раунд за тобой. С повешением ты нас тоже обставил, похоже, оно тебе только на пользу. Но теперь мой черед побеждать, потому что я обязан исполнить свой долг». С этими словами он выхватил из-под пальто 6-зарядный револьвер и выпустил все пули в тело заключенного. Комната настолько заполнилась пороховым дымом,
что мы ничего не могли разглядеть, но когда он рассеялся, арестант все еще стоял на прежнем месте, с брезгливым видом осматривая переднюю часть своего пальто. «В тех краях, откуда вы родом, пальто, должно быть, стоят сущие копейки», — заметил он. «Оно обошлось мне в $30, и посмотрите на него теперь. 6 дыр спереди — это еще полбеды, но ведь 4 пули прошли на вылет, и страшно представить, в каком состоянии сейчас спина». Револьвер выпал из рук маршала, он бессильно опустил руки, это был сломленный, побежденный человек. «Может быть, кто-то из вас, господа, объяснит мне, что все это значит?» Беспомощно спросил он, глядя на членов комитета. Питер Штольпнагель сделал шаг вперед. «Я расскажу вам, в чем дело», — произнес он. «Похоже, вы единственный, кто хоть что-то понимает». «Я единственный, кто хоть что-то понимает. Мне следовало бы предупредить этих господ. Но поскольку они не пожелали меня слушать, я позволил им поучиться на собственном опыте. Своим электричеством вы лишь увеличили жизненную силу этого человека до такой степени, что теперь он сможет презирать смерть на протяжении веков». «Веков?» Да, понадобится сотни лет износа, чтобы исчерпать ту колоссальную нервную энергию, которой вы его напитали. Электричество — это жизнь, и вы зарядили его ею до предела. Возможно, лет через 50 вам и удастся его казнить, но я бы на это особо не рассчитывал. Пресвятые угодники. И что же мне теперь с ним делать? Воскликнул несчастный маршал. Питер Штольпнагель пожал плечами. «Мне кажется, теперь уже совершенно неважно, что вы с ним сделаете», — ответил он. «Может быть, мы могли бы как-то выкачать из него это электричество? Что если подвесить его за пятки?» «Нет, нет, об этом не может быть и речи». «Что ж, в любом случае, в Лос-Амигос он больше не натворит бед», — решительно заявил маршал. «Его отправят в новую тюрьму. Заключение подкосит его силы». «Напротив», — отозвался Питер Штольпнагель, «я думаю, гораздо более вероятно, что это он подкосит силы самой тюрьмы». Вышло довольно сокрушительное фиаско, и долгие годы мы старались не распространяться об этом без крайней необходимости. Но теперь это уже не секрет, и я подумал, что вам будет интересно занести эти факты в свой рабочий дневник. Из глубины Артур Конан Дойл. Пока океаны служат жилами, связывающими воедино великую, раскинувшуюся по всему миру Британскую империю, до тех пор в наших мыслях будет жить дух романтики. Ибо душа подвластна водам, как воды подвластна луне, и когда главные дороги империи пролегают по таким путям, полным диковинных зрелищ и звуков, где опасность вечно тянется живой изгородью по обе стороны курса, лишь поистине тупой ум не вынесет из такого плавания хоть какого-то следа. И теперь Британия простирается далеко за свои пределы, ибо трехмильная зона каждого побережья, ее граница, завоеванная скорее молотом, ткацким станком и киркой, нежели военным искусством. Ибо в истории записано, что ни король, ни армия не могут преградить путь человеку, который, имея 2 пенса в своем сундуке и твердо зная, где он может превратить их в 3 пенса, устремляет свой разум к этой единственной цели. И по мере того, как расширялась граница, расширялся и кругозор Британии, разрастаясь до тех пор, пока все не увидели, что повадки этого острова стали континентальными, подобно тому, как повадки самого континента стали островными. Но за это приходится платить цену, и цена эта тяжка. Как древнее чудовище ежегодно требовало в дань одну молодую человеческую жизнь, так и мы изо дня в день бросаем нашей империи цвет и гордость нашей молодежи. Эта машина сильна и работает по всему миру, но единственное топливо, способное приводить ее в движение — жизни британцев.
Вот почему, когда мы оглядываемся на медные таблички на стенах старых серых соборов, мы видим странные имена, которых никогда не слышали те, кто возводил эти стены. Ибо именно в Пешаваре, Умбалле, Корте и Форт-Персоне погибают эти юноши, оставляя после себя лишь судебный прецедент да медную доску. Но если бы у каждого человека был свой обелиск прямо там, где он лег, то не нужно было бы проводить никаких границ, ибо кордон из британских могил вечно показывал бы, как высоко поднялся англо-кельтский прилив. Это обстоятельство, наряду с водами, соединяющими нас с остальным миром, и окрасило нашу жизнь в романтические тона. Ведь когда у столь многих людей их близкие находятся за морями, пробираясь под пулями горцев или среди болотной малярии, где смерть внезапна, а расстояния огромны, тогда разум общается с разумом, и возникают странные истории о снах, предчувствиях или видениях, когда мать видит своего умирающего сына и переживает первую горечь своей утраты еще до того, как придет известие, которое должно было принести эту весть. Именно в воскресенье вечером я увидел его снова. Его провели в мою комнату около 9 часов вечера, и вид у него был как у человека обеспокоенного и не в духе. Когда я пожал его руку, она оказалась горячей и сухой. «Я бы хотел, Аткинсон», — сказал он, — «чтобы ты налил мне немного лимонного сока с водой. Меня мучает ужасная жажда, и чем больше я пью, тем больше, кажется, мне хочется». Я позвонил в колокольчик и заказал графин и стаканы. «Ты весь покраснел», — заметил я, — «и выглядишь неважно». Да, я совсем расклеился. В спине схватил ревматизм, и вкус еды совершенно не чувствую. Это все этот мерзкий Лондон, он меня душит. Я не привык дышать воздухом, который уже поглотили 4 миллиона легких, всасывающих его со всех сторон вокруг тебя. Он замахал своими скрюченными пальцами перед лицом, словно человек, который и впрямь борется за глоток воздуха. Глоток морского воздуха быстро приведет тебя в порядок. Да, тут я с тобой совершенно согласен. Это как раз то, что мне нужно. И никакого другого доктора не надо. Если я не выйду в море завтра, я заболею. Тут одно из двух, без вариантов. Он осушил стакан лимонного сока и прижал обе руки, сжатые в кулаки, к пояснице. «Вроде полегчало», — произнес он, глядя на меня затуманенным взором. «А теперь мне нужна твоя помощь, Аткинсон, потому что я оказался в довольно неловком положении». «Каким образом?» «Вот каким». Мать моей жены заболела и прислала за ней телеграмму. Я не мог поехать, ты сам лучше всех знаешь, как я был занят, так что и пришлось отправиться одной. А теперь я получил еще одну телеграмму, в которой говорится, что завтра она приехать не сможет, но догонит корабль в Фалмуте в среду. Мы ведь заходим туда, понимаешь, хотя я считаю несправедливым, Аткинсон, когда от человека требуют верить в тайну и проклинают его, если он не может этого сделать. Проклинают, заметь, ни больше, ни меньше. Он подался вперед и начал прерывисто дышать, словно человек, застывший на грани рыданий. Вот тогда-то мне впервые пришло в голову, что я много слышал о беспробудном пьянстве на острове, и что именно от бренди исходили эти дикие слова и лихорадочно дрожащие руки. Покрасневшие щеки и стекленеющий взгляд были признаками человека, над которым взяло верх крепкое питье. Грустно было видеть столь благородного молодого человека во власти этого самого скотского из всех бесов. «Тебе нужно лечь», — сказал я с некоторой строгостью. Он зажмурился, как человек, пытающийся проснуться, и поднял глаза с выражением удивления. «Я так и сделаю сейчас», — ответил он вполне разумно. Только что у меня все плыло перед глазами, но теперь я снова пришел в себя. Посмотрим, о чем я говорил. Ах да,
конечно, о жене. Она сядет на корабль в Фалмуте. А я хочу пройти этот путь по воде. Верю, что от этого зависит мое здоровье. Мне просто нужен глоток чистого, свежего воздуха, чтобы снова встать на ноги. Я прошу тебя, как хорошего друга, отправиться в Фалмут по железной дороге, чтобы в случае нашего опоздания ты был там и позаботился о жене. Остановись в гостинице «Рояль», а я отправлю ей телеграмму, что ты на месте. Ее сестра привезет ее туда, так что все пройдет как по маслу. «Я сделаю это с удовольствием», — сказал я. «На самом деле, я бы и сам предпочел поехать поездом, потому что море нам хватит с избытком еще до того, как мы доберемся до Коломбо. К тому же, я считаю, что тебе действительно необходима перемена обстановки. А теперь на твоем месте я бы пошел и лег спать». «Да, так и сделаю. Сегодня я ночую на борту». «Понимаешь», — продолжил он, когда его глаза снова подернулись пеленой, «последние несколько ночей я плохо спал. Меня тревожили богослолог, то есть богослологические, черт подери», с отчаянным усилием выдавил он, сомнения богослологов. «Все думал, зачем Всевышний создал нас, понимаешь, и почему он сделал так, что у нас голова идет кругом, а в поясницу вонзаются мелкие боли. Может, сегодня ночью мне будет лучше». Он поднялся и с трудом удерживал равновесие, опираясь на угол спинки стула. «Послушай, Ванситтарт», — серьезно сказал я, подходя к нему и кладя руку на его рукав, «я могу устроить тебя на ночь здесь. Ты не в том состоянии, чтобы выходить на улицу. Тебя штормит из стороны в сторону. Ты смешал напитки». «Напитки». Он глупо уставился на меня. «Раньше ты лучше переносил спиртное. Даю тебе слово, Аткинсон, что за последние 2 дня я не выпил ни капли. Это не пьянство. Я не знаю, что это такое. Полагаю, ты думаешь, что это хмель». Он схватил мою руку своей горящей ладонью и провел ею по своему лбу. «Господи Иисусе!» — воскликнул я. Его кожа на ощупь напоминала тонкий кусок бархата, под которым лежал плотно уложенный слой мелкой дроби. В каком-то одном месте она казалась гладкой, но если провести пальцем дальше, она была шершавой, как терка для мускатного ореха. «Все в порядке», — сказал он, улыбаясь моему испуганному лицу. «У меня бывала потница почти такая же сильная. Но это ни в коем случае не потница. Нет, это Лондон. Это из-за того, что я дышу дурным воздухом. Но завтра все будет в порядке. На борту есть судовой врач, так что я буду в надежных руках. Мне пора идти». «Никуда ты не пойдешь», — сказал я, усаживая его обратно на стул. Это уже вышло за рамки шутки. «Ты не сдвинешься с места, пока тебя не осмотрит врач. Просто оставайся там, где сидишь». Я схватил шляпу, бросившись к дому соседнего врача, привел его с собой. Комната была пуста, а Ванситтарт исчез. Я позвонил в колокольчик. Слуга сказал, что джентльмен заказал кеп в то же мгновение, как я ушел, и уехал на нем. Он велел кэбмену ехать в доки. «Джентльмен казался больным?» — спросил я. «Больным». Слуга усмехнулся. «Нет, сэр, он все время пел во всю глотку». Это известие было вовсе не таким успокаивающим, как полагал мой слуга, но я подумал, что он возвращается прямиком на «Восточную звезду», а на ее борту есть врач, так что сделать в этой ситуации я ничего не мог. Тем не менее, когда я вспоминала о его жажде, его горящих руках,
затуманенном взоре, запинающейся речи и, наконец, о его покрытом сыпью лбу, я унес с собой в постель неприятное воспоминание о моем госте и его визите. В 11 часов следующего дня я был в доках, но «Восточная звезда» уже спустилась по реке и находилась почти у Грейвзенда. В Грейвзенд я отправился поездом, но лишь для того, чтобы увидеть вдали ее топ-мачты и шлейф дыма от идущего впереди буксира. Больше я ничего не мог услышать о своем друге, пока не встретился бы с ним в Фалмуте. Когда я вернулся в свою контору, меня ждала телеграмма от госпожи Ванситтарт с просьбой встретить ее, и на следующий вечер мы оба уже были в гостинице «Рояль» в Фалмуте, где нам предстояло ждать «Восточную звезду». Прошло 10 дней, а вестей от нее все не было. Это были 10 дней, которые я вряд ли когда-нибудь забуду. В тот самый день, когда «Восточная звезда» вышла из устья Темзы, поднялся яростный восточный шторм, который бушевал изо дня в день большую часть недели без малейших признаков затишья. Такого пронзительного, неистовствующего, затяжного шторма на южном побережье еще не знали. Из окон нашей гостиницы вид на море был полностью закрыт дымкой, и лишь под самыми нашими окнами оставался маленький, хлестаемый дождем полукруг воды, превращенный бурей в одну сплошную полосу бурлящей пены. Ветер так сильно прижимал волны, что море почти не могло подняться, ибо гребень каждого вала своем срывало и швыряло брызгами по всей бухте. Облака, ветер, море — все неслось на запад, и там, глядя на это безумное смешение стихий, я ждал день за днем. Единственной моей спутницей была бледная, безмолвная женщина с ужасом в глазах. Ее лоб вечно был прижат к оконному стеклу, а взгляд с раннего утра до наступления темноты был устремлен на эту стену серого тумана, сквозь которую мог показаться силуэт корабля. Она ничего не говорила, но само ее лицо было одним сплошным безмолвным воплем страха. На 5-й день я решил посоветоваться со старым моряком. Я бы предпочел сделать это наедине, но она увидела, что я заговорил с ним, и в то же мгновение оказалась рядом с нами, ее губы были полуоткрыты, а в глазах застыла мольба. 7 дней как из Лондона, — сказал он, — и 5 дней в шторме. Что ж, Ла-Манш этим ветром вымело начисто. Тут одно из 3. Корабль мог укрыться в каком-нибудь порту на французской стороне. Это весьма вероятно. Нет, он знал, что мы здесь. Он бы прислал телеграмму. Ах, да, верно, прислал бы. Ну, тогда он мог пойти по ветру, и если он так и сделал, то сейчас он уже недалеко от Мадейры. На это можете рассчитывать, сударыня, уж будьте уверены. Или же... Вы сказали, был еще 3-й исход. Разве, сударыня? Нет, думаю, только 2. Не припомню, чтобы я говорил о 3-м. Ваш корабль где-то там, будьте уверены, далеко в Атлантике, и вы услышите о нем в свое время, потому что погода меняется. Так что не горюйте, сударыня, ждите спокойно, и завтра вы увидите настоящее синее корнуоллское небо. Старый моряк оказался прав в своих догадках, ибо следующий день выдался тихим и ясным, и лишь низкое, тающее облако на западе отмечало последние тянущиеся обрывки грозовых туч. Но с моря по-прежнему не было никаких вестей и никаких знаков от корабля. Прошли еще 3 томительных дня, самые томительные из всех, что я когда-либо проводил, когда в гостиницу пришел моряк с письмом. Я издал радостный крик. Это было письмо от капитана «Восточной звезды». Едва я прочитал первые строки, как попытался прикрыть его ладонью, но она положила свою руку поверх моей и убрала ее. «Я уже увидела», — сказала она холодным, спокойным голосом. «С тем же успехом я могу дочитать и остальное».
«Милостивый государь», — гласило письмо, — «господин Ванситарт слег с черной оспой, и нас унесло так далеко по нашему курсу, что мы не знаем, как поступить, поскольку он не в себе и не может отдавать распоряжения. По счислению пути мы находимся всего в 300 милях от Фуншала, поэтому я считаю, что лучше всего нам направиться туда, положить господина Ванситарта в госпиталь и ждать в бухте вашего прибытия. Насколько я понимаю, через несколько дней из Фалмута в Фуншал должен выйти парусник. Это письмо отправлено с бригом «Мариан» из Фалмута, и капитану причитается 5 фунтов. С почтением, капитан Джон Хайнс». Удивительная это была женщина, всего лишь девчонка, едва окончившая школу, но тихая и сильная, как мужчина. Она ничего не сказала, только крепко сжала губы и надела шляпку. «Вы уходите?» — спросил я. «Да». «Я могу чем-то помочь?» «Нет, я иду к врачу». «К врачу?» «Да». Чтобы узнать, как ухаживать за больным оспой. Весь вечер она была занята этим, а на следующее утро мы уже отплыли на Мадейру при прекрасном 10-узловом ветре на барке «Роза Шарона». 5 дней мы шли хорошим ходом и были уже совсем недалеко от острова, но на 6-й день наступил штиль, и мы замерли без движения на маслянистой глади моря, которая медленно вздымалась, но не позволяла нам продвинуться ни на фут. В 10 часов той ночи Эмили Ванситарт и я стояли, облегшись на правый леер юта. Полная луна светила нам в спины, отбрасывая черную тень барка и 2 наших голов на блестящую воду. От этой тени расширяющаяся лунная дорожка тянулась к одинокому горизонту, мерцая и переливаясь при плавном колыхании зыби. Мы разговаривали, склонив головы, беседовали о штиле, о возможности ветра, о виде неба, как вдруг раздался внезапный всплеск, словно выпрыгнул лосось, и там, в ясном лунном свете, Джон Ванситарт вылетел из воды и посмотрел на нас. Никогда в жизни я не видел ничего более отчетливого, чем этот человек. Луна светила прямо на него, и до него было не больше 3 длин весла. Его лицо было более распухшим, чем когда я видел его в последний раз, и местами покрыто темными струпьями, его рот и глаза были широко открыты, как у человека, пораженного каким-то непреодолимым удивлением. С его плеч свисало что-то белое, одна рука была поднята к уху, а другая согнута на груди. Я видел, как он взлетел из воды в воздух, и в мертвом штиле волны от его появления с плеском ударили в борта судна. Затем его фигура снова погрузилась в воду, и я услышал трескучий, ломающийся звук, похожий на связку хвороста, с треском лопающуюся в огне морозной ночью. Когда я посмотрел снова, от него не осталось и следа, лишь стремительный водоворот и рябь на Тихом море все еще отмечали то место, где он только что был. Как долго я стоял там, чувствуя дрожь до самых кончиков пальцев, одной рукой поддерживая лишившуюся чувств женщину, а другой цепляясь за леера судна, я позже не мог бы сказать. Меня всегда считали человеком сдержанным и скупым на эмоции, но на этот раз я был потрясен до глубины души. Раза 2 я топнул ногой по палубе, чтобы убедиться, что действительно владею своими чувствами и что это не какая-то безумная проделка расстроенного рассудка. Пока я стоял, все еще объятый изумлением, женщина вздрогнула, открыла глаза, судорожно вздохнула и, выпрямившись и положив руки на леера, посмотрела на залитое лунным светом море с лицом, которое постарело на 10 лет за одну эту летнюю ночь. «Вы видели его призрак?» — прошептала она. «Я видел что-то. Это был он. Это был Джон. Он мертв». Я пробормотал какие-то невнятные слова сомнения. «Без сомнения, он умер именно в этот час», — шептала она. «В госпитале на Мадейре». Я читала о подобных вещах. Его мысли были со мной. Его образ явился мне.
Мой Джон, мой дорогой, дорогой, потерянный Джон». Она внезапно разразилась бурными рыданиями, и я отвел ее в каюту, где я оставил наедине с ее горем. В ту ночь поднялся свежий восточный ветер, и к вечеру следующего дня мы прошли мимо 2 островков Лос-Дезертаж и на закате бросили якорь в бухте Фуншала. Восточная звезда стояла неподалеку от нас. С ее грот-мачты свисал карантинный флаг, а на пике Гафеля был наполовину приспущен национальный флаг. «Видите», — быстро произнесла госпожа Ван Ситтарт. Теперь в ее глазах не было слез, ибо она уже знала, что все именно так. В ту же ночь мы получили разрешение от властей подняться на борт «Восточной звезды». Капитан Хайнц ждал нас на палубе, на его обветренном лице читались замешательство и скорбь, пока он подбирал слова, чтобы сообщить эту тяжелую весть, но она сама прервала его. «Я знаю, что мой муж мертв», — сказала она. «Он умер вчера вечером около 10 часов в госпитале на Мадейре, не так ли?» Моряк уставился на нее в полном ужасе. «Нет, сударыня, он умер 8 дней назад в море, и нам пришлось похоронить его прямо там, за бортом, потому что мы попали в полосу штиля и не могли знать, когда доберемся до суши». Что ж, таковы основные факты о смерти Джона Ван Ситтарта и его явлении жене примерно на 35 градусе северной широты и 15 градусе западной долготы. Более явный случай появления призрака едва ли когда-либо описывался, и с тех пор об этом рассказывали именно так, и печатали именно так, и подтверждали это авторитетом ученого общества именно так, пополнив этим случаем множество других, призванных подтвердить недавнюю теорию телепатии. Что касается меня, то я считаю телепатию доказанной, но именно этот случай я бы вырвал из общего ряда доказательств и заявил, что, по моему мнению, в ту ночь мы видели вовсе не призрак Джона Ван Ситтарта, а самого Джона Ван Ситтарта, выпрыгнувшего при лунном свете из глубин Атлантики. Я всегда верил, что по какой-то странной случайности, из тех случайностей, которые кажутся столь невероятными и тем не менее постоянно происходят, наш корабль замер в штиле как раз над тем самым местом, где этот человек был похоронен неделю назад. Что касается остального, то судовой врач объяснил мне, что свинцовый груз был закреплен не слишком надежно, а 7 дней приносят изменения, которые выталкивают тело на поверхность. Он пояснил, что, поднимаясь с глубины, на которую его увлек бы груз, тело вполне могло развить такую скорость, что вылетело прямо из воды. Таково мое собственное объяснение этого дела, а если вы спросите меня, что же стало с телом потом, я должен напомнить вам тот ломающийся, трескучий звук и водоворот на воде. Акула кормится у поверхности, а в тех местах их предостаточно.